Друзья, всем привет! Наконец-то я получил костюм Офелии, новый, новогодний. И сегодня мы с вами отправимся в 10 каток PvP режима. Посмотрим, насколько он станет имбой или, может быть, оно уже имба. Будем играть сегодня по 40, потому что это тестовый заход в PvP. И пока не хотелось там много проигрывать, если Офелия настолько плоха именно в PvP режиме. Ну что ж, первая катка, и против нас играет Тень. Во-первых, я даже не знал, что надо брать вот эти мини-копии, которые появляются. И после того, как я взял, я понял, что когда они взрываются, во-первых, они наносят дополнительный урон, и выпадает красное сердце, которое восстанавливает вам хп. Посмотрите, Тень практически меня не покоцала совершенно. Это сразу дало мне понимание то, что надо обязательно вот эти мини-копии, которые появляются разного цвета, обязательно брать. Давайте отправимся в следующую катку и посмотрим, кто же на этот раз нам попадается с противников. Так, против нас Офелия такая же, как и я. По скиллам, я думаю, надо брать усиление стихий, огненный удар и токсический метеорит. Почему бы и нет, токсическую даже звезду. Возможно, из-за того, что у меня усиление стихии, будет намного лучше проходить урон. Так, видите, сразу он тоже берет эти мини-копии и отправляет в меня такое же самое количество клонов, как и я. Но я смотрю, что я его перебиваю. Не знаю, возможно, игрок немножко слабее меня, а может быть и нет. Ну, это еще одна победа, это очень классно. О, вот он, Воу Деллер. Человек, который любит постоять в лобби, я не удивлюсь, если он читер и вообще, противный очень игрок, потому что он мне неоднократно попадался и тупо стоял в лобби по 5 минут, по 10 минут, только потом заходил. Причем я знаю, что он прокачан очень хорошо и мог тоже меня свободно выиграть. Но, видите, у нас есть в комьюнити разные люди, и такие вот, как люди с клана WoW, которые не хотят играть, а просто тупо хотят выигрывать все и стоят в лобби таким образом. Вы можете проиграть. Я уже неоднократно с таким сталкивался. Так, следующий противник это у нас Шерри. Ну, во-первых, против Шерри, в принципе, кем бы вы ни играли, вы все равно 100% выиграете. Видите, у нее появляются лианы, она пытается от нас как-то прятаться. Но главное попадать в нее, чтобы у нас появлялись мини-клоны такие, которые будут очень сильно демажить ее. Вообще проблем никакой нету. С этой каткой здесь стопроцентная победа. Даже, вы смотрите, у меня даже не отнялось совершенно даже немножечко хп. Но прикольно, пока 3 катки я провел, 3 катки выиграл. В принципе, мне нравится Офелия. Она достаточно такая, можно сказать, имбовая. Причем, когда против меня попадалась тоже Офелия, я выиграл ее. Так, следующая катка у нас Сильван. Я думаю, что давайте возьмем карлика и разряд плюс рейдж. Почему так? Потому что красные сердца нам и так падают после того, как клоны взрываются. И обязательно, ребят, когда будете играть Офелия, обязательно берите вот все клоны, которые появляются, маленькие вот эти вот разного цвета. Там, по-моему, есть желтый цвет, зеленый цвет и красный цвет. Обязательно берите, потому что эти клоны будут появляться чаще, они будут атаковать противника. И смотрите, то есть Сильван, у которого бешеный отжор, в принципе, тоже мне ничего не может сделать. Я на самом деле удивлен. Я удивлен, во-первых, разработчикам, потому что как только выходит какой-то новый скин, он сразу происходит так, что он мета. И вот я сейчас вижу, что Офелия мета. Это, конечно, с одной стороны прикольно, потому что мы можем разными героями поиграть, но с другой стороны закончится ивент, Офелия уже, скорее всего, не будет метой, хотя Айрис была долгое время метой. Так, следующая катка против нас играет Райан в костюме тыквы. Ну, не знаю, ребят, вы посмотрите, как у него уходит хп. В принципе, проблем никакой нет. Я знаю, что у Райана сейчас будет вторая жизнь после того, как я первую убью. Да, появляется вторая жизнь. И я просто бегаю, я смотрю, как работают вот эти вот клоны, как работает Офелия. Урон проходит достаточно хороший, клоны помогают, плюс еще и возвращение хп. Еще одна победа, это получается, что уже 5 каток я сыграл, 5 побед у меня есть. И я могу сказать, что, ребят, это, наверное, все-таки мета. Мне, конечно, будет очень интересно посмотреть, как Офелия будет себя вести против Форена и против Айрис. Как раз нам Айрис попадается. Здесь, 100% великан. Клоны, ребят, и отжорка, да, кровожадность. Почему бы и нет? Сразу берем клон, и сразу клон бежит в Айрис.
Ну, смотрите, в принципе, тоже все очень достаточно хорошо. Я не знаю, я ее пробиваю очень сильно, она меня совершенно нет, потому что сердца, которые выпадают, возвращают мне около по 5000, по 10 тысяч хп. Еще одна победа, 6 побед к ряду. Кстати, вот этот сезон, который сейчас закончился уже, у меня не было ни одного дня, чтобы я делал 10 из 10. Я понимаю, что по 60, по 40, вернее, играть намного проще, чем играть по 100. Но, тем не менее, мне надо было попробовать, как работает Офелия, и в ближайшее время я уже отправлюсь в катки по 100. Также, ребят, еще хотел сказать, что я все-таки занижаю немножко статистические показатели, потому что когда я хожу на фулах, у меня на фулах на Офелии будет где-то около 60 тысяч атаки, то мне очень часто попадаются игроки, у которых по 80 и по 90 тысяч атаки. Особенно с реликвиями сейчас атака поднимается очень быстро. Вот поэтому я все-таки немножко занижаю статистические показатели, чтобы мне попадались противники такие же, как и я. И, ребят, еще одна большая просьба к вам, пока я буду играть вот свою, можно так сказать, 8-ю катку, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, если это видео для вас было полезно, если вы выносите с этого что-нибудь годное и нужное для вас. Обязательно играйте Офелия, если вдруг она у вас есть. Ее, в принципе, получить достаточно легко. Главное просто участвовать в ивенте. И вы, думаю, что тоже будете делать хорошее количество побед. Но знайте, что с каждым разом, с каждым днем все больше игроков будет становиться сильней, и у всех будет появляться этот скин. Скорее всего, его в скором времени пофиксят, но пока есть такая возможность выигрывать много каток, это надо делать. Таким образом, вы подсобираете немножко кристаллов и что-нибудь купите себе приятное, например, сундуки с глифами. Так, у нас получается предпоследняя катка, долго противник не появляется. О, наконец-то появился. Это Айрис. Я так понимаю, что это тот же Айрис, которая была и до этого, с которой я уже сыграл 2 игры и 2 игры выиграл. Ну и сразу берем клон и смотрим, что будет происходить. Ну, смотрите, у Айрис тоже есть клоны, но я думаю, что в принципе... Ну, смотрите, она меня просто не пробивает. Я не знаю, как так можно. Постоянно новый скин, новая мета. Новый скин, новая мета. Не знаю, что происходит с разработчиками, но... Может быть, это и хорошо, а может быть, это и не очень хорошо. Они как бы заставляют нас приобретать новые скины и играть в PvP, потому что они с выходом становятся сразу метой. А с другой стороны, зачем нам это делать, непонятно. Я знаю просто много игроков, которые не ходят и не играют в PvP режим. Ну что ж, у нас последняя катка. Давайте посмотрим, что за противник сейчас нам попадется. Я надеюсь, что я ее тоже выиграю. И у меня получится сделать 10 из 10 первый раз в сезоне. Давно такого не было. Так, нам попадается Сильван. С Сильваном всегда может быть трудности, потому что у него бешеный отжор хп идет. Но посмотрим. Итак, у него на 25 тысяч даже хп больше, чем у меня. Сразу берем клон и погнали. Да, смотрите, как он хилится. Вообще люто. И сейчас он даже меня перебивает немножко. Но как только взрывается мой клон, у меня идет возврат хп. И, в принципе, Сильван сразу проседает по хп. Ну, прикольно. Смотрите, я думаю, что это тоже победа. Да, ребят, скорее всего, да. Хотя Сильван сопротивляется, но я думаю, что это бесполезно. Да, ребят, это еще одна победа, и это очень круто. 10 из 10, наконец-то я делаю. Ну что ж, используйте обязательно этот скин, если он у вас есть. Ребятки, еще раз просьба, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем спасибо и пока-пока.